Чтобы мы с вами точно понимали контекст, давайте зафиксируем дату – 25 июля 2026 года. Почему это важно? Потому что именно сейчас сад замер в таком спокойном, бело-кремовом и лаймовом состоянии. Это буквально затишье перед бурей красок. Представьте себе эдакое безмятежное море светлых, освежающих оттенков, прежде чем начнется то самое знаменитое осеннее порозовение. Сорта – Геркулес, Полярный медведь, Фантом и Саммер Сноу. Начнем с настоящего гиганта – сорта Геркулес. У него просто огромные, невероятно плотные конические шапки на мощных стеблях. Сейчас они бело-кремовые, а на самых кончиках – легкий, едва уловимый лаймовый оттенок. Это выглядит как настоящий бурлящий белый каскад. А рядом у нас полярный медведь. У него шапки еще тяжелее и плотнее. Прямо сейчас макушки у них светло-зеленые, но к основанию они плавно переходят в ослепительный чистый белый цвет. За счет сильных побегов и огромной массы стерильных цветочков получается эффект такой гигантской пушистой метелки. Двигаемся дальше, к третьему пункту. Будущие клубничные оттенки – Фрайс Мальба и Ванила Фрайс. Давайте посмотрим, как будет закручиваться сюжет дальше, ведь в игру вступают так называемые сорта-трансформеры. В чем тут главная интрига? Сейчас, в июле, они стоят как такая нежная прохладная белая ваниль. Кажутся совершенно невинными и стабильными в этой своей светлой гамме. Но мы-то знаем их секрет. Их осенняя судьба — стать насыщенной розовой клубникой. Вот этот контраст между «сейчас» и «потом» — это, пожалуй, самое захватывающее в наблюдении за садом в ближайшие недели.
И яркий представитель этой группы – сорт Фрайзмельба. В июле его плотные конусы стоят бело-кремовые с очень аккуратным лаймовым тоном. Но совсем скоро этот белый начнет сдавать позиции, и пойдет тот самый клубнично-розовый сдвиг. А по соседству легендарная ванила Фрайс. Это один из самых узнаваемых сортов, согласитесь. Ее стабильные крупные шапки пока тоже бело-кремовые, со свежей зеленой макушкой. И вот мы с вами стоим буквально на пороге того самого момента, когда эта белая ваниль начнет свою фантастическую трансформацию в розовый. А теперь знаменитый фантом. Это вообще отдельная история. У него конические соцветия не просто крупные, они поразительно широкие и, опять же, отлично держатся на крепких цветоносах. На конец июля фантом стоит абсолютно белый, с таким теплым кремовым центром и легчайшей зеленью на самом верху.
Это, знаете, такой сорт-праздник. Он дает столько объема и света, и пока вообще не подает никаких внешних признаков того, что скоро начнет менять цвет на осенний. Чтобы описать следующего нашего героя, идеально подойдет фраза «летнее снежное облако». Звучит поэтично, правда? И это на 100% про сорт Summer Snow. Он невероятно нежный. Его огромные шапки сейчас светятся белым и кремовым с чуть заметной зеленцой. Эти стерильные цветочки создают такую легкую воздушную текстуру, что название «летний снег» попадает просто в яблочко.
Limelight. Этот сорт просто блестяще иллюстрирует, как одно растение может кардинально поменять эстетику всего пространства. Серьезно, Limelight просто невозможно проигнорировать. В отличие от своих бело-кремовых собратьев, он уже сейчас выдает невероятно сочный, насыщенный лаймовый цвет. Огромные широкие конические метелки на сильных стеблях на фоне темной зелени листвы – это буквально светящееся пятно. Он захватывает внимание с первой же секунды.